Я приветствую вас, представители знака зодиака Овен. Прогноз Таро. Цыганский старинный пасьянс. События ближайшего будущего. События недели с 17 по 23 февраля. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад– это лишь карты. Они не передадут вашу историю. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки, мои дорогие овны, вы получите. И я получила очень много. И получала сразу, как только перестала делать вот эти еженедельные прогнозы. Они были на моем канале когда-то прежде, давно. Ну, в силу событий так произошло. И меня просили многократно восстановить эти видео. Вот я решила к этому вернуться, плюс дополнить именно цыганским старинным пасьянсом. Я знаю, что среди вас много любителей. Ну и не любители тоже имеются. Здесь мы, наверное, все разные, пожалуй. Но, тем не менее, вот кому это будет интересно, я думаю совместить еженедельные прогнозы, краткосрочные, как подсказки, опять же, и пасьянса карты тоже. И буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие, насколько для вас это актуально, нравится, не нравится, банально. Мне важно знать ваше мнение. Итак, карты пасьянса, ну, надо сказать, никогда не знаешь, что выпадет. Маленькие карточки с рандомным значением. Что они подскажут? События ближайшего будущего. Как они видят? Для вашего знака зодиака события недели. И они больше именно событийный ряд и раскрывают. Давайте будем смотреть. Вообще любовь, личная жизнь, лебедь – это верность, это искренность, мои дорогие. И поэтому для тех, кто один или одна, самое время подумать, а стоит ли продолжать свое одиночество. Ну, а для тех, кто в паре, прекрасное время. И даже если были какие-то ссоры, все же мы все разные, да? Или вы друг друга в прежний период словно не услышали, не могли договориться. Вот здесь, значит, и примириться, и важный разговор какой-то совершить. И вторая карта, смотрите, карта Солнца. Ну, вот так, с любимым человеком к Солнцу. Безусловно, Солнце – это выбор правильного направления. Это то, чем вы можете заниматься, как сфера ваших достижений, допустим. Безусловно, карта еще и про удачу, про успех или успешное примирение. У кого-то так может тоже совпасть. Но это еще и иное качество жизни. Вы можете задумать какой-то проект или будете заниматься каким-то вопросом, и тогда карта может подсказывать. Тебе нужно где-то не терять хватку в течение как минимум 6-8 месяцев. Иногда Солнце проигрывается как именно дистанция. Дистанция по времени. Смотрим, что у вас еще совпало. Поэтому вопросы личной жизни не на последнем месте в это ближайшее будущее или в ближайшую неделю. И посмотрите, очень символично. Карта кольца. Прочная связь. А еще и к этому у нас победа. Может быть, решение вопросов по части личной жизни. Например, даже у тех, но мы ведь все разные, опять же. И у каждого своя история. У кого-то со знаком плюс, и он на воодушевлении. У кого-то наоборот, может быть, история, когда хочется разобраться уже, потому что утрачено взаимопонимание. Но, значит, в каких-то более спокойных энергиях вы сумеете проговорить важные вопросы. В конечном итоге вы чем-то остаетесь довольны. Как и победа, флаг, так и солнце, мои дорогие овны. Если мы говорим о событиях, какие-то добрые события спешат в вашу жизнь. Но есть такой момент, смотрите, закрытый путь. Возможно, у кого-то может, к примеру, банально отмениться какая-то командировка, поездка. Или есть еще такой пункт, смотрите, у нас выпадает именно в этой плоскости закрытый путь или замок, и выпадает змея. Ну, змея – олицетворение, с одной стороны, мудрости, но все же в этой колоде это больше идет как человек, который за нами наблюдает, или который хитрит. Говорит одно, транслирует как бы лояльность, к примеру, да, а задумал что-то свое. И для кого-то как раз закрытый путь каким-то недоброжелателям. Или, может быть, вы какую-то историю сможете просчитать, вовремя вычислить такого человека. Мы живем в общении с разными людьми. Мы их тоже часто не выбираем. Коллеги, соседи, ну иногда и с родственниками далекими такое тоже бывает. Но, значит,
Слушайте свою интуицию, где-то и подсказки, и мудрости вашего шестого чувства. Прислушивайтесь к себе. Для вас это на далекий период времени хорошая практика, когда самые верные подсказки как раз приходят от вашей интуиции. Если вы прежде ничем подобным не пользовались или вообще считали это какая-то ерунда, ну, самое время подумать о причинах и следствиях вот каких-то событий в вашей жизни. И тогда вы увидите, обнаружите, может быть, что да, действительно, ведь моя интуиция работает очень правильно. Что же это я раньше не пользовался? Поэтому вот такой тонкий нюанс для кого-то может быть как подсказка. Так, смотрим, что у вас еще совпало. Получение денег, например, для кого-то. Или решение имущественных, денежных, финансовых вопросов. Может быть, согласований в банках. Все то, что можно к энергии денег свести, когда деньги выпадают, это добрые энергии на этот период. Мы с вами смотрим на неделю, события недели с 17 по 23. Поэтому в целом и в личной жизни, и я бы сказала, продуктивный период по части вашего творчества, заработков. Единственный момент, смотрите, выпадает нож. Может быть ссора из-за денег. Или, может быть, предстоит какой-то сложный разговор вам. И тогда вот мы раскроем еще на картах Таро. Но все равно, смотрите, у вас выпадает корабль. Это исполнение желаний и это перемены. Один из символов Меркурия. Поэтому тут все закончится как раз добром, между прочим. Даже по тому вопросу, вот я сейчас вижу, по которому вы прежде сомневались. Месяц или луна – это наше внутреннее состояние души. Нет никакой конкретики. Но это мы либо что-то предчувствуем, либо есть какой-то вопрос, который мы пробовали уже решить, да, и не закончилось это ничем. Ну, понятно, чтобы попытаться еще раз, у нас все равно какие-то сомнения будут. Но карта это говорит, а ты как раз оставь сомнения. Будь лояльным, будь дипломатом. Дипломатом быть придется, это точно. Карты уже где-то подсказывают. Чтобы не создать какой-то конфронтации, вопросы для себя, некоторые с большим плюсом решать. Но здесь вам помогает еще, знаете, работа с информацией. Потому что вот этот корабль один из символов Меркурия. А Меркурий-то у нас в первую очередь это где-то информация, работа с ней. И второй момент передвижения, может быть, переезды. Вот в два эти направления они будут наиболее благополучно решаться. Если мы даже говорим по части личной жизни, были будут то ваши достижения, ваша работа. Но по этому символу проходит и наша лояльность. Нам же нужно какой-то эффект получить. Поэтому мы больше настроены на то, чтобы взаимодействовать правильно и для нас потом получить какой-то хороший эквивалент в виде победы. Поэтому, не время импульсу, вот это точно. Ни в договоренностях, ни в соглашениях, ни в примирениях, и уж тем более в решении вопросов денег. А вот слушать интуицию – это хорошая подсказка. Давайте мы с вами рассмотрим на картах Таро, что нам подскажут. И у нас будут две сферы жизни и далее советы. Сфера ваших достижений, работы и денег. Давайте достанем карты. Правда, по девятке Пентаклей тут более чем все положительно. Это карта самодостаточности, хотя не совсем. По девятке Пентаклей есть такой момент, когда, кстати, мы словно рассчитываем сами на себя, но когда нам хочется одиночества, потому что тут именно та ситуация, когда один в поле воин. Может быть, есть и финансовые какие-то вопросы, которые должны решать, мои дорогие овны, лично вы, не передоверяя кому-то. Разузнавать информацию – это благое. Но сказать, что мы надеемся, что кто-то за нас решит вопросы, то нет. Обращаться к кому-то в это время хорошо, допустим, с просьбой. Если есть необходимость, вас может кто-то выручить деньгами. Такое тоже я могу предположить по этой карте. Но в целом девятка Пентаклей говорит как раз о финансовой стабильности. Но деньги не тратим. У кого-то вот этот нож и деньги, то, что совпало в картах пасьянса, может свидетельствовать, к
примеру, ваши близкие, семья знают, что деньги получили, хочется потратить, а это правда, всегда соблазн. Но все же девятка пентаклей говорит, 9 по нумерологии, это как преддверие перемен. Что-то будет скоро меняться, поэтому деньги есть, но мы их сохраняем. Или это касается по части вашего заработка, достижений, тогда мы можем построить карьеру, безусловно, по этой карте. Мы можем и дополнительные доходы, как и изучать, так и уже приступать делать первые шаги. Мы тут видим четко свою траекторию, поэтому одна из лучших карт. Давайте, что нам еще подскажут. На сферу работы ваших достижений. Ну, у кого-то, правда, задерживаться могут деньги, и тогда все равно решить какой-то вопрос вы сумеете. По семерке пентаклей могут задерживаться какие-то и документы, кстати. Может быть, они по части, ну, где-то денежных оформлений. Все же, к примеру, вы хотите поменять жилплощадь на что-то более лучшее или переехать куда-то. Значит, неизбежное согласование, неизбежный какой-то период, когда вы наверняка узнаете, как это сделать по закону, или ждете каких-то важных бумаг, когда вам их подпишут, поставят печати. Вот часто по семерке пентаклей именно идет вынужденное ожидание как регламент. И аркан умеренности говорит, у тебя все хорошо. Тебе сейчас твоя задача удерживать, вот именно удерживать свои позиции, укреплять их. Потому что добрые дела наспех не делаются. У вас сильная позиция. Но бывает, мало ведь нам достичь какой-то планки или одержать эту победу. Эту победу еще нам приходится удерживать. Удерживать уже какие-то позиции, которые нам удалось осуществить. Хорошо, давайте мы посмотрим. Сфера отношений в целом и личной жизни, любви. Что нам скажут? Хотя карты пасьянса нам уже, в общем-то, раскрыли энергию этой недели, события ближайшего будущего. Хоть это и недолгий срок, но все же. Давайте посмотрим, может быть, еще какие-то подсказки будут. Итак, сфера, ну вот выпадает личная жизнь. Сразу королева кубков. Это карта любящего человека. И для кого-то это, пусть у нас королева, но мы по полу карту не рассматриваем. Это для тех, кто в паре, какие-то заботы, какие-то, может быть, вопросы по части детей, по части ваших родственников, с вашим супругом. Когда вы можете вместе уже строить планы на будущее. Всячески лояльная карта. Может быть, вот как я уже говорила, по пятерке кубков есть какое-то сожаление. Но карта нам говорит, вот это ведь вообще апатия. У кого-то это может быть сопряжено, что то, что вы задумывали прежде, оно вот не случилось в этом контексте. Вам пришлось что-то изменять или взаимозаменять для решения какого-то либо семейного вопроса, либо вашего личного вопроса, либо по части отношений. Вы можете о чем-то вспоминать, это воспоминания наши по пятерке кубков и сожаление. Но карта всегда говорит, да, это вообще не имеет смысла. И я должна сказать, февраль месяц у нас тот как раз период, когда мы можем увидеть реальность другого ракурса и перестать о чем-то сожалеть, словно избавиться от негативных мыслей, от какой-то ненужной грусти или от какой-то ненужной хандры, себя самого перестроить на новый лад. Перемены неизбежны, это на самом деле мы с вами живем в эпоху перемен, поэтому не время хандрить. Иногда эта карта, пусть не в этой колоде, есть такая колода добра, которую прорисовала Колит Барон Рид. Она подает с позиции позитивной психологии. Она сама таролог со стажем и психолог. Так вот, пятерка кубков там трактуется так, как выплакать горе. Поэтому меня ведь смотрят люди из разных стран. И, может быть, действительно есть какие-то сожаления по конкретному факту. Но мы все равно идем дальше, мои дорогие любимые овны. И поэтому не застрять в прошлом для вас будет важно. Может быть, выплеснуть действительно даже через слезы. И на самом деле иногда мы, как вот эти эмоции позволили или позволили себе их, ну, как-то более ярко проявить. И тогда какая-то проблема, которая, по сути дела, уже не проблема, дела давно минувших дней. Но нас это отпускает. И для кого-то это будет тоже подсказка. Что-то не случилось, не получилось. По аркану Луна, тем не менее, если мы говорим о личной жизни, очень часто проигрывается как эмпатия. Вопросы дома, нашего жилища, где мы будем находиться или куда мы будем переезжать, любовь близких, соучастие или сострадание, вот иногда тоже такое. Но если мы говорим вообще про социум, а мы сказали, это сфера отношений, для вас категорически противопоказано быть в толпе.
Я должна это сказать, потому что по аркану Луна, когда он выпадает, здесь нельзя действовать на импульсе. Есть такое выражение «меня несет толпа». Примите это к сведению, мои дорогие овны, потому что когда мы в толпе, мы это не контролируем. И если вдруг, по воле судьбы или случая, вы в этой толпе оказываетесь, помните, вам в другую сторону. Ваша задача все контролировать, все подмечать. Давайте мы такой своеобразный совет, чему нужно уделить внимание, по мнению карт Таро. Каким может быть сферам? Или что вам обустроить в эту неделю, согласовать важно, или в чем навести порядок. Какая-то ситуация, по которой вы должны принять вывод или сделать вывод. Вывод – это, по сути дела, выход. И нам аркан повешенный – это всегда тупик. Выйти из какого-то тупика. Для кого-то из вас это по личной жизни. Может быть, не ждать того, кто не придет. Не наделять людей теми качествами, которыми они не обладают. Или, наоборот, примириться, ведь мы, опять же, все разные. Если прежде была какая-то ссора, и каждый ждет, такое очень часто бывает. Один и второй любят друг друга, но есть принципы. Никто не хочет поступиться этими принципами. И каждый ждет, когда другая сторона проявится первая. Может быть, мои дорогие овны, не стоит ждать, а сделать первый шаг самому. Потому что лучше сделать первый шаг, чем застрять в какой-то неопределенности. Может быть и по другим делам, может быть и по части денег, заработков, работы. Если вы ищете работу, тогда карта будет говорить: рассмотри другие альтернативные варианты, нет смысла чего-то ждать. Ты теряешь время. Потому что по этому аркану нам как будто нужно увидеть с другого ракурса, на 180 градусов перевернуть какую-то ситуацию. И тогда уже не повешенный, а уже человек наш танцует. Это выход, по сути дела. Мы находим даже из каких-то сложных, как и обстоятельств, так и, может быть, что-то не удавалось, к примеру, по документам. Ну, может быть, обратиться к другому человеку или обратиться к другому специалисту, неважно, чего касается вопрос. Но основная задача, чтобы не было какой-то неопределенности, двойственности, тупика. Быть аккуратным, когда вы подписываете договоры, кстати. Или берете, к примеру, поручительство за кого-то. Может быть, кто-то попросит деньги в долг. Или хочет какой-либо человек взять кредит, а вы уже согласились идти к нему поручителем. Вот тогда я не вижу, что нам карты дают добро. И тогда вот эти все моменты, которые у нас проигрались по пасьянсу, берегите себя. Потому что что-то более важное у вас стоит как основная задача этой недели. Как и не возложить на себя ненужные обязательства. Наоборот, вот от этих пут нужно избавляться. Давайте, что же вы еще должны обустроить, согласовать, организовать или навести порядок? Ну, личная жизнь. И здесь у каждого по-своему. Но карта еще говорит: насладись любовью, об этом тоже. И прекрасная, кстати, карта, обратите внимание, туз кубков, лучезарная дельта или глаз. Видеть в 3D измерении, анализировать, что было в прошлом, что происходит сейчас, и еще на пару шагов вперед. Слушайте интуицию. И есть у нас еще рыбы золотые, а рыба — это у нас один из символов денег, благополучия. И еще одновременно рыбы — это путешествия, переезды. Что вы тут задумали? Пусть это туз кубков, но вот совершенно разные направления могут проигрываться по этой карте. И поэтому это где-то сродни нашей мечте. Или то, что вы хотите осуществить. Не бросайте это, если вы не видите, как сделать первые шаги. Наоборот, рассматривайте разные варианты, дополняйте какими-то новыми нюансами, корректируйте собственные планы, и тогда для вас выход из самой сложной ситуации будет найден. А для кого-то вот все то, что я говорила по аркану повешенный, вы как раз сумеете найти выход из какого-то сложного положения, и вы остаетесь довольны. В целом организовать свою жизнь. И посмотрите, тут еще, не теряя времени даром, нам говорит карта. Если ты получил какое-то уведомление или сообщение, или предложение, куда-то, может быть, отправиться. Да, себя беречь нужно, как по аркану Луна. Но, тем не менее, когда 8 жезлов выпадает, мы чего-то не можем отложить на потом. И поэтому, как совет,
полярные карты повешены, это наоборот какой-то стопор. Но есть, видимо, и те вопросы, в которых нужно, если как предпосылки извне приходят. Это не вы ускоряете, а это именно как пространство, Вселенная вам какую-то дает, может быть, новую попытку или новый шанс, или какую-то возможность. Пусть это неожиданно, альтернативно, вы к этому не готовы. По 8 жезлов мы часто буквально какие-то дела должны оставить и заниматься каким-то вопросом, потому что к этому, ну, сейчас больше предпосылок и, ну, где-то в той стороне может быть удача. А мы отложим на потом и упустим время, завтра нам уже либо этого не предложат, либо, ну, как-то энергия будет не та. Поэтому правильно распределить. С одной стороны, где толпа или мое направление, с другой стороны, те вопросы, нам ведь тоже сказали, есть какие-то, которые как с регламентом связаны, но сколько ты тут не торопись или не изворачивайся, как угодно, хоть наизнанку вывернись. Если есть определенный порядок, а мы против системы не идем, мы это не изменяем, зачем себя по поводу этого мучить? Бумагу нужно, если ждать 5 дней или неделю, но тогда к этому отнестись мудро. Но и тому, что дает пространство, словно ускоряя какой-то вопрос, вам нужно откликнуться. Вот такие энергии для вас, для вашего знака зодиака на предстоящую неделю, как события ближайшего будущего. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.